Привет, друзья! Сегодня 3 мая, и мы приступаем к штукатурным работам. Какую подготовку мы совершили до? Может, кто не видел прошлый ролик, ссылка будет вверху. Давайте посмотрим, что мы готовили, подготавливали. И сейчас, в данный момент, продолжаем подготавливать под сами штукатурные работы. Мы расшили все трещины, которые у нас были, удалили то, что хотело выпасть само. Потом укрепили саморезами, как мы это обычно делаем. Прокрасили саморезы, поскольку, по-моему, в прошлом ролике не говорил, что мы саморезы прокрашиваем. Мы прокрасили саморезы, головки саморезов грунтом по металлу. Обычной грунтовкой по металлу. Потом один слой Киевгрунт аллигатор, который ЛКФ. Его наносили 2 раза мокрым по мокрому, 1 к 1 с водой. И сейчас мы наносим второй слой. Адгезионный пигментированный грунт. Грундерфарб ВП. Вот здесь нанесен, вот здесь нету. Тут вот этот Киевгрунт дал желтизну такую серьезную. Параллельно Александра здесь пилит. Все, вот, она делает такие микрошаблончики. И что-то зашла эта идея, она уже пробовала на одном из, не на наших, наших потолках, на других наших, которых я вам не показывал. Может, когда-то покажу. Попробовала идею маленьких шаблончиков. Если помните, да, мы брали такие большие кусманы, да, и вот делали окна, вот эти вот откосы, которые нам, кстати, штукатуры тут уделали, которые стену делали, вот. Поуделывали нам все тут. Но это еще не самое страшное. Вот, мы здесь восстановили откосы. И Саше зашла такая идея делать маленькие шаблончики. Он номерует комнаты, номерует шаблоны, что-то 1-1, номер 7. Без нее потом не разобраться. Вот такие. Получается, говорит, классно. Классно? Классненько. Классненько. Ладно. Использует она для такой работы рашпили. Обычные рашпили. И говорит, что хорошо притирается. И вообще все классно получается. Ну, на самом деле хорошо получается, да. Потому что я делаю. Конечно. Кто же еще? Потому что ты делаешь, конечно. У нас не получается захватить всю квартиру в работу, поскольку тут у нас и вещи навалены, я не хочу это показывать. У нас одна комната завалена вещами, просто вот так вот. Горы вещей, там не очень-то эстетично, это как бывает в мастерских у людей, да, там все вылизано, там не пылинки, у нас нет, мы грязные ребята. В общем, мы захватили 3 комнаты, вот вход у нас, 3 комнаты, которые идут по правой стороне. Одна комната, вторая, кухня, коридоры. Вот то, что мы сейчас захватили, то, что мы оштукатурим, потом перетащим сюда вещи, все ненужное стащим в правую половину и будем заниматься левой половиной. А потом как-то дойдем, может быть, до шпаклевки, надеюсь. По левой стороне мы везде все тоже уже расшили трещины, подфиксировали саморезами, саморезы прокрасили, но пока... У нас есть момент еще связанный с розеткой. Розетку мы пока не нашли большую. Не знаю, что с ней дальше будет, но что-то будем делать. Видно, какая-то дранка, кривая, косая. Это дранка, кто-то ее добирал потом. Это не родная дранка, надо будет ее точно удалить. Так, то есть по левой стороне получается 3 комнаты. Они подготовлены под грунтование. Вот. Но сейчас, в данный момент, мы их не будем обрабатывать. Когда-то что-то покажем, конечно, да. Вот. Тут остался еще кусок откоса, надо будет восстановить. Вот. Там это здание, когда-то оно как бы просело очень сильно, давно причем. Здесь вот двутавр какой-то проходит металлический. Вот. И если посмотреть, вот линия где-то разлома, это реально давний. То есть там, по-моему, около, может, 100 лет назад это произошло такое. Ушла половинка сюда. И вот если вот так посмотреть, видно, насколько правый откос верхний, да, насколько вот окно вот так вот завалено вниз. Да? Весело? Весело. Не исправить этот момент. И собственник квартиры сказал, что вот это окно, оно именно так уже изготовлено. То есть, видимо, родное было... как бы сломалась, наверное, во время этой подвижки, а это так изготовлено реально, то есть вот с таким углом. Очень интересно, а что поделать, как иначе? Не знаю, что-то будем делать, как-то играть тут, туда-сюда, кривить, как-то хоть визуально что-то сводить. Пока неизвестно, этот момент оставлен с этими откосами. Сейчас приоритетно потолки. Вот, хорошо на контрасте видно, где вот только вот этот грунт глубокого проникновения и вот адгезионный грунт, вот беленький. Он такой с песочком чуть-чуть, как бы после высыхания песчинки там получается. Вот так, да, тут, конечно, трещины такие прям
коридорчик подуставший. Кухня у нас подготовлены шаблоны на кухню, а вот это второе помещение. То есть, как бы, получается, сейчас напротив входа стоим. Вот там вход с той стороны, и вот так. Первая, вторая, третья комната — это кухня, собственно. Здесь, кто помнит, да, тут такое какое-то жесткое покрытие. Пробовал сдирать, пробовал, использовал шлифмашину. Безрезультатно абсолютно. Чуть-чуть там что-то может. Если оно так сдирается, нет, оставили, покрыли адгезионным грунтом. Я думаю, что оно простояло лет 100, и насколько-то еще его хватит вот это. Но по миллиметру счищать не знаю как, либо просто взять болгарку, тут все снести. Это нет, не надо так делать. Нормально. Нормально. Так хорошо. Так будет хорошо, это крепко. В этой комнате тоже все подготовлено. Ну-ка, закрою. Розеточку сняли. Розеточку сняли под формовку центра и, собственно, переделать. Решили ее переделать. С собственником договорились, что будем переделать ее. Ну, то есть сделаем ее на столе. Вот она здесь. Вот она здесь в комнатке. Я же говорю, тут завалы вещей там и так далее. То есть, ну, не будем это показывать, не надо. Мы просто стащили все в один хламовник, в одну комнату, и этого достаточно. Вот наша розеточка тут лежит, дожидается. Когда-то придет ее время, и мы ее сделаем. У нее не было центра абсолютно, у нас есть он только на фотографиях. Этот центр. Такую розетку купить оказалось невозможным. Есть подобные, но не очень близко подобные, скажем. Есть просто подобные. Ладно, это оставим на отдельную штучку. У нас штукатурка. Сегодня Александра закончит вот эти свои притирки. Все подготовят нам шаблоны. А у нас их сколько видов получается? 1, 2 и кухня 3. Но кухня это и коридорный шаблон это одно и то же. То есть там карниз одинаковый. 3 и вот это 4-й набор у нас. 4 набора таких вот частей, запчастей разнообразных. Вот. И с завтрашнего дня, завтра 4 мая, и мы, надеюсь, начнем работать штукатуркой. Обрабатывать потолок и карнизы. 4 мая. У нас готово по квартире, все загрунтовано, получается. Коридоры, кухня, как бы столовая, вторая комната, которая там, и вот первая. Мы с первой начнем, вот с этой комнаты. Начнем все одновременно будем делать. Мы с Ксенией пойдем заделать сам, равнять потолок, работать на потолке, а Саша пойдет на карниз. После штукатурки стен остался материал. Осталось довольно много. Вома гипсактив. Ну, она нам подходит, в принципе. Мы все равно хотели чем-то гипсом сделать, естественно. Ну, будем ею делать. Она же осталась. Ну, и сейчас такое время, что сейчас что-то с материалами немного перебой, да. Ну, ладно, она есть, слава богу. Ею будем делать. Так. Начали потихоньку. В этой штукатурке очень много пластификатора. У нее заявленное время 90-120 минут. Вот нанесли, наверное, полчаса прошло или сколько, все равно оно еще такое. Рано еще следующий слой, гребенка чуть-чуть. На это самое. Наделал бороздок. Чуть прихватится, и можно будет уже полностью, наверное, пытаться подравнивать. И пока-то делаем трещины всякие, саморезы, вот такое вот. Сразу попытаемся подровнять плоскость. Как-то, наверное. А вам как ваши шаблончики? Нравятся шаблончики вам? Или не нравится? Ну, сейчас чуть-чуть попривыкнем к материалу, собственно, к этой штукатурке. Уже как-то вблизи, наверное, посмотрим что-нибудь. Так. Пошли мы равнять штукатуркой. Метровым правилом работаем. Метровым правилом подравниваем, собственно, весь потолок. Сначала мы заделали трещины, как вот там. Ай, там мигает этот чувак. Ну, ладно. Короче, понятно. Трещины заделаны, дырки, отверстия, саморезов. Потаи тоже заделаны. И сверху сразу же подравниваем штукатуркой метровым правильцем. И вот это место, которое мы добирали, оно уже чуть-чуть так подстало. И сейчас мы сможем на него спокойно зайти и все сделать. Саша здесь сделала угол. Один. Сделала вот так. Ну, классно. Мне как бы, наверное, нравится. Ну-ка, пойдем посмотрим, как это сделала. Ну, вот так это получается. Так получается. Ну, понятно, всякие там кракозябры. Но это еще будет шкуриться, шпаклеваться. Ну, в принципе, норм. Потом когда-нибудь посмотрим вблизи, как она это занимается такими делами. Но длительная такая работа получается на самом-то деле. Ну, получается не очень-то и плохо, как по мне. А даже вполне себе приятно и прилично.
Вот так. Сегодня 6 мая. Мы закончили эту комнату. Вот. Все вроде более-менее штукатуркой. Ну, закончили работу с штукатуркой, имеется в виду. Все подровняли. Потом здесь вот штукатуры, где делали, все-таки карниз чуть-чуть он так вьется. И местами придется нам что-то шлифовывать, как-то находить что-то среднее там. Но тут, ну, как бы нормально, нормально. Был момент, что штукатуры начали устанавливать маяки, пришел собственник, позвал меня, мы посмотрели, что-то они не туда их поставили. Делали как себе удобно, а надо было чуть наклонить. И все-таки они переделали после себя, и вроде как бы норм. Вообще классно получилось, хорошо. Ну, то есть плоскость стены, она туда чуть загибается кверху, и получается, что она приходит нормально под карниз. Ну, надеюсь, что так оно будет. Так, следующий заход, мы пришли вот в эту комнатку. Да? Да. Здесь начали работать с потолка. Вот место там, где будет сидеть розетка, мы его не трогаем. Сначала закидываем все крупное, сейчас оно подвстанет, и сразу начнем правилом подравнивать, собственно, всю плоскость потолка, самого потолка, потому что за день мы не успеем, получается кропотливо очень сильно. Вот с этими, с карнизами особенно мелкие вот эти тяги, местами там, где трещины, да. Но здесь как-то разрушений меньше почему-то, как мне кажется. Вот все целенькое такое. Хорошо. Тут хорошо. Ой, я тут что заметил? Тут нам в аккомпанемент нам труд. 49-й год, кстати. О, видно. Какой-то август 49-го года. Газетка. Вот так. Аккомпанемент тут нам. Или как это сказать. Короче, присутствует тут газета «Труд» 49-го года. А мы тут вот тоже осуществляем кое-что. Вот так. Так, мы это делали. Ну, сами места, где дранка была, вот эти пустоты, да, тут оставили. И сразу же, пока у нас не прихватилось тут, а эта штука, короче, она длительно работает вообще такая. Я думаю, заявлена до 2 часов, так она где-то и работает. То есть она до 2 часов мягкая находится, если там без комков нормально сделал. Гипсактив Волма. В общем, сразу правилом Саша возжелала, говорит, хочу 2 раза. Я 2 раза хочу, не 1, а 2 раза. Короче, раз вот так, и раз еще как-то, наверное, по диагонали сразу, когда прихватится там. Думаю так. И вот чего? Вот 2 у нас есть штукатура, 2, тут тоже 2. А я уже должен быть подсобником. А я что-то как плохо себя как-то чувствую, не очень-то. И мне приходится вот бегать за ними подсобниками. Самое обидное в этом всем, что подсобника с улицы не возьмешь, поскольку у нас штукатурной работы, самой вот такой штукатурной работы, ее довольно мало относительно других работ. И постоянный подсобник как бы он не нужен. И вот когда пришла пора вот эти вот ведра перетаскивать, короче, от края карниза отходим сантиметров 10, наверное, около 10 сантиметров, не подходим к карнизу, поскольку потом будем шлифовать это все, лишнее убирать, и потом планируется сюда будем еще, наверное, клеить сетку на шпаклевку. То есть, чтобы у нас не было там такого гроба, вот такого, да, чтобы тын-тын-тын не было, такой штучки, чтобы было более-менее плоско все. Что-то чуть больше времени ушло на то, чтобы сделать в один проход получилось, поскольку все-таки быстро подсыхает, где прям тонкий слой, быстро подсушивается вот эта вся штука. И ямы есть такие, вот вы видите хорошо, ямы приличные такие, да. Мы добирали вот в этом направлении, поскольку так идут доски, по направлению досок. Здесь у нас ничего не было. Вот видна хорошая жирная такая яма прям. Вот. И решили мы же будем клеить сетку. И потом еще будем иметь это в виду. И, возможно, где-то правилом, еще шпаклевкой мы как-то попытаемся еще подровнять. Но уже хорошо, уже лучше, чем было. Намного лучше, чем было. Но я думаю, это заметно. Вот, и подсыхало все тут. Вот так. Так что хорошо. Пока хорошо. Сегодня 10 мая. Вот мы тут 6 числа развлекались. Сделали потолочек, это подсох, ну так, это только визуально подсох, на самом деле нет, конечно же. Так, и вот приступили к карнизикам. Здесь меньше шаблончиками,
предполагается работа, поскольку здесь трещины на самом карнизе, я имею в виду перпендикулярные, которые прорезают его. И вообще само состояние карниза намного лучше, чем было в предыдущей комнате. То есть здесь можно шпательками аккуратно заделать, вот, и будет нормально, наверное. Ну, где-то точно применить вот эти вот шаблончики маленькие. Ну и сегодня получилось у нас доделать. Карниз за день получился. Ну, в целом мы потратили 2 дня на все это дело, поскольку мы целый день делали сам потолок. Да, только потолочную часть. Ну, здесь пришлось много накидывать, оно же не хочет так быстро туда наваливаться, да? Да, ну, и чего примечательно, здесь мы не использовали шаблончики нигде, трещин мало, само состояние самих тяг очень хорошее. То есть что-то тут слоить еще шпаклевку, штукатурку сверху слоить, как бы мало осмысленно, потом еще шпаклеваться это будет. Так что обошлись без шаблончиков здесь. Просто как обычно делаем шпателями, так здесь и сделали. Да. Ну вот сейчас оно самое такое красивое, когда видно, что было заделано. Потом будет однообразно и уже захочется красить это все дело, но будет рано, как обычно. Да. Да, мы втроем. Какое сегодня? 11? Да. 11 сегодня, мая. Так, что сделано? Это кухня у нас. Вчера то, что сделали, оно нормально все. У вас кое-что. Что-то упало. Теперь ты поднимаешь. Ну ладно. Здесь подсохло, там где большие были доборы, еще мокро. Не, еще естественно, еще очень рано все это шкурить. Оставляем, пускай сохнет. Здесь прошлись, заделали сначала трещины на потолке. Сразу после того, как заделали трещины, сразу идем подравниваем. Идем опять в направлении досок. Везде идем в направлении досок. Оно работает. Ну, в принципе, и видно. Вот. Где больше накинулось, где меньше. Отходим подальше от карниза, поскольку там сантиметров 10 и больше. Поскольку там гробик такой, уже есть гробик. То есть сам потолок, он идет вот так. Но мы подравниваем саму плоскость его. То есть мы отошли подальше и работаем только внутри плоскости потолка. Немножко подравниваем ее. Так, и мы приступили к падуге. Здесь, наверное, что-то будем, возможно, делать здесь шаблончиками, хотя не знаю. Вроде оно все целое, тут сами вот эти вот фигурные части карниза, ну, кроме падуги, естественно, тут, конечно, все переломано. Потолок тут интересно получилось на потолке. Вот это вот место мы тут надрали этой зубчатой кельмой. Здесь, вот в этом месте, наверное, около 2 сантиметров яма на потолке. Везде нормально, везде все хорошо, вот видно, да? Ну, вроде плюс-минус там какие-то там 5 миллиметров, может, еще сколько-то там набиралось штукатурка. А здесь прям реально палец сюда, пумц, и он провалился. То есть реально 2, может, сантиметра, не знаю, много. Вот в этом месте. Поэтому пока делаем падугу, здесь чуть привстанет, и сразу же накроем следующим слоем. Так будет нормально, скорее всего, чтобы подровнять вот этот участок. Так, что, мы доделали падугу такие. Надо уже поздновато, надо уже домой, но надо доделать. Вот тут таким 1,5-метровым. Ну вот видно, закрываются наши все насечки. Нормально, нормально. Тут можно было метровым, кстати. Может, метровым еще раз. Попробуй метровым. Здесь метровым. Да, попробуй метровым. А, ну вот метровым нормально, да. Да, вот чистенько получается. Реально, 2 с копейками сантиметра было. И вот как раз мы пока доделали падугу, оно подстало здесь, вот это наши зубья, вот эти вот зубатые потолки. Вот так. Ну и постепенно сейчас выровняем это место. Тут же надо 1,5-метровое брать дальше, поскольку там метровым было нормально, а вот здесь уже побольше надо. Ну, почему-то там яма, непонятно, такая яма, реально яма. А тут все норм. Вот оно и видно, собственно, где заполнилось, что. Еще такой момент, что здесь у нас будет же новодельный гипсовый, предусматривается новодельный гипсовый карниз. То есть мы сюда подровняли, там был остаток старого карниза, он был близко туда очень, мы его срезали. И сейчас подровняли штукатурочкой, выровняли, посмотрели, чтобы более-менее, чтобы ложился уже новый туда. Более, ну, естественно, там не идеально ровно, но хоть как-то. И уже потом в последующем подсохнет, вытянем и установим сюда карнизец. Вот сюда, на эту стеночку. Сегодня четверг, 12 мая.
И мы начали, вот сделали 3 комнаты, получается, раз, два, три, там столовая кухня, первая комната, это у нас прихожая получается здесь. И начинаем с потолка, делаем потолок, и вот примечательно чего, здесь мы будем работать все-таки шаблончиками, поскольку карниз покоцан, серьезно покоцан, здесь припаривалось все, и он такой, он как бы снизу кажется живым, но на самом деле нет, он такой как бы... требует чуть-чуть подводочки, скажем так. И вот такие вот доборы на этом потолочке. Казалось бы, потолочек, наверное, 1,50 м. Вот так, сам чистый потолок. И ямы такие огромные видно. Вот такие прям ямы. Ужасные на нем. Так, такой момент, мы уже фактически доделали потолок. Я не знаю, нигде мне не удается поснимать. Вот есть место, вот здесь, надеюсь, видно коцки, да? Как покоцано. Я хочу просто на этом месте показать, как вот можно делать такими шаблончиками. Вот, нате вам. Оператор Александр меня снимает. Вот здесь была большая утрата, тут ничего не было. Работали здесь правилом. Обычным тут 1,5 метра, метровое здесь мало. 1,5-метровым правилом сводили. Вот этот кусок еще не доделали. Ну ладно. Не получается поснимать все, нету хорошего места или еще чего-нибудь. Ладно, цель была показать вот это вот, коцки вот эти, как... Потому что можно шпателем многократно, да, вот мы уже так делали. Теперь поделаем шаблонами. Ведерко. Здесь у нас теплая вода, у нас есть теплая вода, даже это круто. Разнообразные шаблоны на этот весь карниз. То есть сейчас Саша делает как? Она на шаблон намазывает, а потом... размазывает им. Мне нравится больше намазывать сразу туда, собственно, на деталь. Давайте попробуем по-моему. А любой себе захочет, попробует как бы по-другому. То есть намазать на шаблон и потом натирать. Ну, я думаю, мне по-другому легче чуть. Скажем, я хочу вот этот участок сделать. Естественно, что я, когда делаю, я беру максимально длинный, там, беру там 1,5 метра, например, сюда. Но здесь не заделано и не суть, не важно. Да? Показать можно и на маленьком участке, да. Видно, здесь облетела накрывка. Вот накрывка пооблетала, он весь покоцанный. И шпаклевкой за раз это, может быть, не получится воссоздать. А нам надо бы пройти 1 раз шпаклевкой. 1 раз пошпаклевать, а не 2, да. Поэтому делаем штукатуркой. Все лишнее уберем, потом будем шкурить это все, естественно. Вот так побольше, везде хорошенько вмазать, чуть-чуть туда. И вот так. Здесь у нас уже сделано, видно. Везде побольше. И так, и сюда, и вот так. Ну, скажем, вот такой участочек. Целесообразно и логично, и эффективно делать участок раз в 5 больше. Ну, не сейчас. Кисточкой промыть все. Так, это у меня что? Это у меня то, что нужно, да. И там еще кончик где-то был. А, вот этот кончик. Я туда не хочу, там просто здесь не заделанная чуть трещинка. Я туда не полезу. Но вот этот шаблон, он вот сюда. Половинка. Целый такой можно не протащить. Поэтому они сделаны вот так, в перехлест. То есть вот это все и есть вот эта вот тяга. То есть они не вот так, а вот так, в перехлест. Вот так. Давайте вот этим сейчас. Чуть-чуть. Я просто уберу вот это вот лишнее, то, что не нужно здесь. Все, мне не нужно. Помыть его. И основным. Хорошо делать 2 руками, выбирая какую-то точку опоры, какой-то вектор, куда опираться. Вот это ровная у нас часть. Вот этот гусек, скажем, вот он у меня. Вот эта часть. Вот я туда буду вектор усилия вверх и уже двигать вот так. Не просто тупо вверх, а вот как бы опираясь, создавая из этого направляющую, да? Получается так. Ну-ка. Подожди, это не то. Или то. 1-1 должен быть. Это взял 2-2. Ага, не то. А, вот это. Вот это тот. Вот он тот. А тут перекрывает. Вот здесь перекрывает. То есть то, что мы сняли до половинки, а этот перекрывает. Вот здесь. Поехали. Оп. И еще разок надо. Штукатурка это Волма гипс актив. Это штукатурка для машинного нанесения.
она, у нее очень длительное время жизни. И вот такие работы ей удобно делать, но вот что-то крупное воссоздавать, вот такое, реально приходится ждать. Поэтому синий мешок, волмослой, мы дальше будем им работать, скорее всего, поскольку полчаса 40 минут, и можно дальше накидывать, что-то работать. Это течет прям, ну она какая-то вялая, она очень длительно работает. Вот для потолок мазать хорошо, гипс-актив машинный, но вот работать с крупными какими-то утратами не очень круто. Ладно, еще разок чистым шаблончиком, еще разок просто почищу за собой. Просто уберу. Опа. Вот так. Вот так получилось чистенько. Вот, это готово. Вот следующее ошкуривание. Итак, собственно, мы проходим везде, где у нас покоцанный карниз. Где карниз целый, не карниз, а архитектурные обломы основные, да, вот где тяги, где они покоцаны, есть смысл делать так, шаблончиками. Где целый, мы не делали так. Просто достаточно шпателем там заделать какую-то трещину. Так, убрал этот мигающий свет. Мы сегодня закончили маленькую вот эту прихожую. Вчетвером, реально вчетвером, вот такая вот малюсенькая, тут 10 квадратов, по-моему, это прихожая, но во многом благодаря тому, что вот эта штукатурка гипс-актив, которая, Волма гипс-актив, которая для машины нанесения, у нее время жизни 120 минут, 2 часа, то есть не очень она удобна для работ по карнизу, совсем неудобно, совсем. Вот здесь, надеюсь, чуть-чуть будет видно, что вот здесь чуть-чуть как бы недоделано, вот здесь была полная утрата, здесь ничего не было, и не удалось за день нормально добрать. Это не очень-то круто. Если для потолка она еще хорошо, то есть ее можно растягивать правилом туда-сюда, нормально, то вот здесь работать там, где надо, чтобы она подстывала, и накидывать новое что-то, не очень-то удобно. Поэтому я на завтра приготовил сразу вот это гипс-актив, Волма гипс-актив, это на потолок сразу. Вот девочкам сказал тоже, и вот это вот обычная волмослой, у нас был остаток, остался с откосов еще, вот она. И вот это пойдет, у нас там большие утраты в коридоре есть, и вот ею это будет делать удобнее, поскольку 30-40 минут она работает, и можно подойти и еще раз быстренько что-то накинуть и сделать. Ну вот так. Какой-то следующий день, и мы какой-то следующий мая, я не помню, 13, 12, 13. Короче, осталось нам два коридорчика. Один маленький, а второй большой. Здесь мы тоже пообрезали. У нас карниз был слишком близко. Нормально здесь не пройдет. Здесь обрезали, здесь остатки только были. Сейчас заделаем. Здесь Ксении предстоит, как деды, работать доской, правилом 1,5-метровым. Вот там она сможет подровнять, только в этой плоскости. А вот здесь, чтобы подровнять, здесь 1,5-метровый мало. Но у нас есть доска. Доска тоже правило, чего, ребят. Потом, может быть, попадем, посмотрим, как оно вообще доской работается. Опа, надо просачиваться. Вот тут все. Все мы заставили кожниками разнообразно. Вот. И вот этот коридор еще. Он тут стоит длинный. Я не помню, сколько, метров 7, наверное, по длине. Вот везде кожники в ряд. Вот так. Дальше я уже не пройду. Так, значит, что мы делаем сейчас? Здесь у нас в ведре, так как и хотели, на потолок. Чисто сначала делаем потолок, потом карнизы. На потолок идет у нас вот это машинное нанесение Волма гипс-актив. Она позволяет себя растягивать и так далее. Хорошо, удобно будет. Саше здесь предстоит подарочек. У нее нет низа. Карниза вообще. Она будет его делать на глаз. У меня с низом все нормально. У тебя глаз нормальный? На него Низа делай. нет, у карниза. Ты делай нормально на глаз все. В общем, там нет абсолютно ничего, даже маячка никакого. Но мы такое уже делали, я думаю, у нас что-то получится. Надеюсь. Да, он длинный коридор есть такой, и здесь надо будет работать с шаблонами, поскольку все тут очень сильно покоцано. О, покажи, как покоцано вот в углу. В углу? Да, вот в углу, возле трещины. А что, Вот эти покоцки карниза, как они покоцаны. Так, сейчас. Пальцем скидывай. Очень хотелось показать, как тут покоцано. Так вот, смотрите, как тут покоцано. И то, что там нету ничего, покажи. Тоже, пожалуйста, где там ничего А вот нету. то, где нет ничего. Пусто. Ничего нет, у нас ничего нету. Любой может сделать там, где есть. Вот, смотрите, еще вот здесь тоже нет ничего. Там кусочек только, там можно свести провинцию. А вот там работает Ксения. Ладно, будем заниматься сначала потолок, потом все остальное.
Ага, вот так вот получилось подровнять доской, вот досочкой. С этой стороны доской, с той стороны провилом. Тут у нас бугоров чуть-чуть, все, естественно, неровное, но в целом оно получается гладко. Хотя бы как-то не слишком переломано, наверное. Хотелось бы верить. Вот. Пойду покажу в том коридоре. Там есть веселые места. Говорю, пришел поснимать веселые места. Они говорят, иди на севкабель, говорят, иди. Там повеселее. На севкабеле, говорят, веселее будет. В чем у нас тут? Так, отсюда плохо. Тут ровно. Там вот было, Саша там накинула нормас так. Там Ксения тоже нормально накинула. Так, тут мигает эта штука, но нам это не важно, что она мигает. Я думаю, понятно, да, что происходит? Вот здесь сантиметр. Не, меньше, 8 миллиметров. То есть вот этот потолок, это провильцы 60, наверное, 60 сантиметров. Вот так. Вот от одного и вот от этого края карниза. То есть этот потолок полностью как бы он проваливший. Туда внутрь он как бы таким куполом, каким некоторым происходит здесь. Вот так. Арка. Арка, ну да. Арка и так идет. Ну и дальше он идет на уменьшение уже туда вот. Вот там уже хорошо. Ну а здесь самая дичь. Вот так. Ну вот надо выравнивать вот это все, чтобы было более-менее ровно. И если смотреть там посмотреть, то видно, что весь потолок, как бы он сделал вот так. Вот под таким углом. Вот. Я сейчас параллельно держу. Это, ну, градусов 5, наверное, как минимум. Он сыграл сюда, вниз. Потому что здесь несущая стена, а здесь стеночка деревянная. И вот в эту сторону как бы наклонился немножко. Ну, придется нам выравнивать это, а что? Ну, что такого. Для этого мы, собственно, и работаем штукатуркой сейчас. Так, чего? Нам удалось все-таки доделать эти потолочки. Саша вот что. Ваяла и свояла. Сейчас поднимем повыше. Вот, повыше поднял, да, получилось. У нее получилось сделать. Сделала она на глаз. Ну, как на глаз? Сначала вывела плоскость вот по этой стене как бы вверх, и потом уже сделала на глаз. На самом деле, да, это такая серьезная работенка, делать на глаз то, чего нет там. То есть без маяков. Круто, круто. Ну и дальше, собственно, все готово. Вот. Все получилось. Сюда будет вставка, потом новый кусок гипсовый. И вот здесь тоже Ксения еще сделала вот это вот. Доской, как гиды. Доской вывела вот здесь вот эту плоскость и сделала вот этот вот маленький потолочек. Да. Вот так получилось. И теперь это получается, мы сделали как бы кухня, еще комната, первая комната, прихожая, коридор и коридор. Мы сделали больше половины квартиры, вроде бы как. Ну, по протяженности карнизов точно так. На самом деле, вот если так смотреть снизу, да, вот то, что мы сейчас проделали, там 90-95% готовности. И это можно уже вот подшкурить и отправлять под покраску. Я к чему веду? Я к тому, что вот этих 5-10 оставшихся процентов, которые остались как бы подготовки под покраску всех остальных работ, займут у нас, наверное, столько же времени, сколько заняло все предыдущее. Ну, реально, работа шпаклевкой, нам предстоит ошкурить, еще раз грунтовать, работа шпаклевками, еще клеить сетки разнообразные и так далее. Но я думаю, для этого ролика нам сейчас вполне будет достаточно уже видеоматериала. Всем спасибо, до свидания, пока-пока.